Всем привет! С вами Сахфокс, и на этот раз я вещаю с западного побережья Сахалина вместе с командой. Это 9 человек, 6 девушек и 3 парней. Мы планируем пройти около 100 километров из Пильма в Александровск-Сахалинский. Это уже вызвало интерес местных жителей. Одна женщина спросила: ребята, вы того? И, наверное, мы действительно того, если взяли отпуска, чтобы неделю топать с рюкзаками 20-килограммовыми по безлюдному побережью. Но здесь настолько красиво, и пока нам так везет с погодой, что наверняка это того стоило. Ну, а как дальше будут развиваться события, обязательно расскажем и покажем, поэтому оставайтесь с нами. Весь наш маршрут проходит по морскому побережью, поэтому мы сильно зависим от приливов и отливов. Наступает отлив – идем, а то и бежим. Прилив – ждем или обходим поверху. По крайней мере, план такой. Первый день мы прошли совсем немного и встали на ночевку у реки. Ощущение, что мы в походе, еще не появилось. Кажется, что мы просто собрались прогуляться и поесть, конечно же. Но скоро вернемся домой. Второй день напомнил о том, что путь будет долгим и непростым. Нас ждали переправы через реки и камни, камни, камни. В памяти они смешались в один сплошной затяжной прижим. Да и погода начала наводить тоску. Погреться на солнце и перевести дух удалось во время обеда в бухте Китауси. На месте бывшего селения Широкая Падь. Мы идем пару дней, пока все прижимы, которые нам встречались, успешно обходились. Но еще впереди достаточно большое их количество, поэтому будем ждать отливов. Сейчас мы как раз таки отдыхаем, чилим, ждем еще немножечко времени, когда начнется отлив, и пойдем проходить к мысу Масия. О, майонезик, да? Чесночок, майонезик, хлебушек, сухарик. Так, ребята, что-то мы здесь задержались. Подъем! Нам еще топать и топать. Я чувствую себя полной деревяшкой. Полна. Руки не гнутся, ноги не идут. А это только второй день. Но говорят, что организму надо 3 дня, чтобы перестроиться из одних условий в другие. Посмотрим, правда это или нет. Проверим. А пока эти другие условия продолжали проверять нас. Порой побережье подкидывало вот такие красоты, как эта арка. Но были менее приятные сюрпризы, как вот эта арка. Вау, таких испытаний у нас еще не было. Через нее мы пролезли навстречу 3-му дню нашего похода. Третий день обещал быть лайтовым, и лайт начался с самого утра. Нам предстояло обойти мыс Масия, а сделать это можно только поверху. Надо искать проход. Лайтово вам, девчонки? Все приезжайте сюда. Лайтово. Когда мыс Масия наконец остался позади, и мы вышли на берег, на весь день зарядил дождь. Все, курорт закончился, но продолжаем идти, потому что другого выхода у нас нет. Правда, встретили по пути пару компаний отдыхающих. Они приехали сюда на проходимых машинах по какой-то дороге, но я не очень представляю. Я думаю, что доехать на машине сюда не многим проще, чем дойти пешком. Какое счастье в дождь увидеть вот эту замечательнейшую избушку. Просто класса люкс. У меня от ног пар идет. Ё-моё, охренеть. Нормальный вариант, 12 километров. 8 уже сделали? Я же писал плохой вариант, нормальный вариант и максимальный вариант. Пока мы идем по нормальному. Ключевое слово здесь «пока». Так вот, пока мы обедаем и думаем, что сегодня уйдем из этого домика совсем. А что произошло дальше, расскажет Тоня. Ну как, мы вышли, вроде дождика не было, идем, начался ливень. Подходим к прижиму, Андрей такой говорит: да пройдем. Тут мы понимаем, что, мы не пройдем, нужно перебываться. Переобулись, по пояс, все в воде. Идем, и тут, Вовчика встречаем, он вперед убежал, туда еду хода, там скала прям, волна об скалу бьет, заливает с головой.
Ну и что делать? Посидели час где-то, помокли. Так, чтобы уже в полном погружении. Тут Андрей говорит, не, надо возвращаться. Вернулись, нет, чтобы тут разжечь горелочки, сразу вещи разложить. Нет, надо было натаскать дров. Потом разжечь костер, который выкурил нас отсюда на улицу. Мы еще померзли на улице. Я говорю, что это все какой-то коварный план. Не может быть таких стечений обстоятельств, это просто невозможно. Да, высказались в лагере повстанцев, да, не прошли Шиджи, да, начался сильный шторм и вернулись в итоге назад к тому месту, где мы обедали. В зависимости от количества осадков будем решать, что делать дальше. Какие варианты? Какие варианты? Ну, вариант эвакуационный выход через Анор. Ну, увы, лучше это. Новый мыс Кавкана нам тут не нужен. Направо. На камеру равняешься? Ну, как-то так и живем. Итак, мы сегодня ночуем в отеле Мозоль. В альтернативной версии Мозоль. Главное, не капай. Да. На нервы бы еще не капала вот эта вот вся ерунда на улице. Да, и то, что надо топать еще 40 километров А так, за день. ерунда. Утро. Пора в путь. 4-й день. Мы такие бодрые, такие отдохнувшие. Утром мы снова направились к тому месту, которое нагнало столько страха вчера. И удивились, с какой легкостью прошли его теперь. Вчера мы не прошли совсем чуть-чуть, сегодня проскочили махом. Вот такая вот зависимость от приливов, отливов. Так что надежда на то, что мы все-таки одолеем этот маршрут, сохраняется. Ну, как и интрига, впрочем. На какое-то время наступило затишье. Неожиданностью стала только линия поваленных, вырванных с корнями деревьев. Жутковатое зрелище. Следующим серьезным препятствием должен был стать мыс Круглый. Так много говорили о нем, а прошли мимо и даже не заметили. Хотя, конечно, сам мыс, круглую каменистую громадину, не заметить трудно. Настоящие приключения начались дальше. Нас снова ждали прижимы, которых не ждали мы. В конце концов, мы уперлись в еще один непроходимый прижим и опять полезли наверх. После такого надо подкрепиться. Наш план: мы ждем отлива, ориентируемся по местному бревну. И как только от бревна отойдет, наверное, метр или даже больше, мы пойдем в путь проходить прижимы. А какая наша цель на сегодня? Наша цель на сегодня дойти до Агнио. Это сколько километров еще? 8 километров. Но эти 8 километров сегодня оказались нам не по силам. Второй раз за день наши планы остановил неприступный мыс. Смотри, вот тропа. Видели, кто-то ходил уже не раз. Медведь. Ведь как бы плохого не посоветует. О, Господи, мы что, ползли там, да? Да, представляешь? Ё-моё. Было круто, тебе понравилось? Спуститься к берегу и поставить лагерь нам удалось уже затемно. Утро 5-го дня. Наша палатка дежурная, поэтому наше утро начинается с того, что надо разжечь костер, набрать воды и приготовить завтрак для всех. Последние дни я больше снимала на коптер, но кадры с него почти не сохранились. Поэтому, увы, некоторые подробности придется упустить. Перенесемся сразу в вечер 5-го дня, который стал для нас переломным. Мы обходили мыс Маркевича и водопад Ревун по верху, не смогли до ночи найти спуск к морю, поэтому мы ночуем в лесу с оравой мошки. Настроение замечательное, но это не точно. У меня нет колбасок. Тебе еще не досталось. Здесь еще нет кипятка, не всем досталось. Кого? День номер 6. Мы так хорошо выспались, проснулись в 10 утра, впервые за последнюю неделю. Мы идем по лесной дороге, все в лопухах. Лопухи выше роста нашего, ну, по крайней мере, моего точно. Ждем, пока нам проложат маршрут. Скорее всего, мне кажется, там будет спуск хороший,
потому что мы слышим уже шум моря. Вот оно прям, 50 метров и море. Так обидно было вчера, что мы не смогли спуститься. Земля! Привет, земля! Встречи с землей, оставшуюся часть дня, мы радовались в живописной бухте на месте бывшего поселка Октябрьский. Из всех мест для лагеря это самое красивое. Седьмой день нашего похода. Проснулись красивыми, бодрыми. И вот в таком состоянии очень скоро мы выйдем в город Александровск-Сахалинский. Машем, 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 машем. Какое сегодня? Седьмой день. 6 утро. Цивилизация с горячим душем и мягкой кроватью была близка как никогда. Но расслабляться нельзя. Напоследок побережье Татарского пролива решило испытать нас затяжным глубоким прижимом. Морской поход, наконец-то! Наконец-то! Водная тройка! Все! Лодку не намочить главное! На седьмой день наших скитаний по западному побережью Сахалина мы вышли к селу Дуэ. Рукой подать и до Александровска-Сахалинского. А это значит, сейчас появится связь, магазины, душ и прочие блага цивилизации. Всего этого, с одной стороны, не хватало, а с другой, так хочется продлить момент, когда ты один на один с дикой природой и с такими же безумными людьми, как ты. Да, было сложно, и порой хотелось поскорее оказаться в городе, но теперь, когда город так близко, ты понимаешь, что будешь скучать по этой неделе и вспоминать только самое лучшее. С вами была Сахфокс и команда людей, влюбленных в Сахалин. До новых встреч!